Hi everyone, с вами Ева Лорман, и в этом видео я поговорю с вами о расческах для стрижки волос. Let's go, друзья! Итак, расчески парикмахеров делятся на несколько групп. Для стрижки, для укладки и для окрашивания волос. Сегодня мы поговорим о расческах для стрижки. Расчески для стрижки волос классифицируются по следующим параметрам. Первое – по частоте зубьев. Второе – по виду. Третье – по размеру. Четвертое – по толщине. Пятое – по материалу. Для простоты понимания этой темы посмотрим на расчески для стрижки волос глазами новичка. Почему? Потому что профессионалы и так знают, как выбирать расчески, они уже прошли этот путь проб и ошибок. А вот новички – это отдельная большая категория людей, которые еще не набили своих шишек, но у них все еще впереди. А я помогу вам этих шишек набить как можно меньше. Ну или хотя бы, чтобы они были небольшие. Итак, представим себя в роли новичка. Прихожу в магазин и смотрю на расчески. И первое, на что бы я обратила внимание, как и было в свое время, на то, что расчески для стрижки волос бывают с разной частотой зубьев. Расстояние между зубьями разное, может варьироваться от 1 мм до 3 мм. Если маленькое расстояние между зубьями, эта часть расчески предназначена для стрижки редких волос. Если большое расстояние между зубьями, эта часть расчески предназначена для стрижки густых волос. Ну просто логично, густые волосы частыми зубьями очень сложно расчесать. А вот редкие волосы редкими зубчиками будет легко расчесать, но они будут вываливаться из зубчиков. Нам это крайне неудобно, лучше этого избегать. Производитель постарался и сделал это для удобства мастерам. Подытожим, здесь работает такая схема. Редкие волосы, частые зубчики. Густые волосы, редкие зубчики. Второй пункт. Классификация по виду. Посмотрите на эти расчески. Одна с равномерными зубьями, расстояние между зубьев одинаковое. Эта расческа называется простая. А вторая расческа разделена на две зоны. Как это? С одной стороны частые зубчики, с другой стороны редкие. Эта расческа называется комбинированная. То есть расчески по виду бывают простые и комбинированные. В каких случаях мы их применяем? Все будет зависеть от их размера. А это уже третий пункт. Размер расчесок бывает разный. Короткие, средние и длинные. Здесь закономерность прямая. Как говорится, не ошибешься. Короткие волосы – короткая расческа. Средние волосы – средняя расческа. Длинные волосы – длинная расческа. Но что же с видом? Простая или комбинированная? Честно сказать, в основном все мастера пользуются комбинированными расческами. Короткая расческа и тоже комбинированная. Средняя расческа тоже комбинирована. Ну, соответственно, длинная расческа тоже комбинированная. Все дело в том, что густота волос на разных зонах всех людей абсолютно разная. На затылочной зоне волос, как правило, густой. А вот на висках и в зоне челки волос гораздо реже. Вот смотрите, я вот этой расческой с редкими зубьями пытаюсь здесь себе отчесать. Волосы могут выпадать в этот момент. А если возьму сторону с более частыми зубьями, то волос не выпадает. Поэтому это крайне удобно пользоваться комбинированными расческами. Четвертый пункт – это толщина. Как понять по толщине? По толщине зубчиков. Вот смотрите, вот эта расческа, у нее зубчики очень толстые. И слышите, как они звучат? У этой расчески зубчики более тонкие. А у этой расчески
которая маленькая, короткая, еще тоньше зубчики. Естественно, чем микроскопичнее стрижка, тем тоньше зубчики должны быть. То есть вот эта расческа идет для мужских стрижек. Чем тоньше зубчики, тем более точная будет стрижка на очень-очень коротких волосах. Поэтому вот эти две расчески, казалось бы, очень похожи друг на друга, да, с одной стороны. Но если уже подытожить по этому пунктику, то вот эта расческа идет для мужских стрижек, а вот эта расческа идет для женских стрижек. И пятый пункт моей классификации расчесок для стрижки волос. Последнее, на что обращают внимание новички, на материал, из которого изготовлены расчески. Ну, конечно, откуда новичкам знать, что расчески могут быть изготовлены из разных материалов? Отсюда, кстати, складывается и ценовая политика расчесок. Современные расчески сделаны из двух материалов: из специального пластика и карбона. Третье – это металлические расчески, но это уже прошлый век. Примерно то же самое, что и дома иметь проводной телефон, когда ты с трубкой бегаешь, а за тобой тянется 20 метров провода. Вот так и с металлическими расческами. С ними очень неудобно, потому что у них есть свойство деформироваться, и на зубчиках могут образовываться своего рода насечки, которые будут цеплять волосы в процессе расчесывания. Клиенту будет крайне неприятно. Смотрите, две расчески одного производителя, и на первый взгляд они и сделаны из одного материала. А на самом деле посмотрите, что вот эта расческа блестит, а вот эта не блестит, она более матовая. Значит, вот эта расческа сделана из специального пластика, а вот эта расческа сделана из карбона. Это даже можно заметить по упругости. Расческа из специального пластика будет иметь большую способность на изгиб. То есть я на нее нажимаю, и она, видите, как прыгает вверх-вниз. А вот расческа из карбона такими свойствами не будет обладать. Она более твердая и не деформируется. Например, специальный пластик не плавится при нагреве до 220 градусов. А вот карбон плавится при нагреве от 150 градусов. Ну, не знаю, когда я стригу, я не поджигаю волосы людям и вам не советую. Что специальный пластик хорош, что карбон тоже замечательный материал. Поэтому давайте подытожим. Расчески для стрижки волос должны быть изготовлены из специального пластика или карбона. Вот он, набор мастера, минимальный, я бы так сказала. Вот эта расческа комбинированная идет для мужских стрижек. Средняя расческа идет для женских стрижек. И длинная расческа для длинных волос. И, естественно, надо проверять в первую очередь расчески на вот эту упругость. Они должны быть очень упругие и сопротивляться вашим действиям. Потому что, знаете, я могу вам показать расческу, которая не сопротивляется вашим действиям. Вот она, это недорасческа, я бы ее назвала. Вот так вот мы можем. Ух, молодец. Смотрите, какая у нее особенность. Ее зубчики, как и спинка, кстати, вот эта часть называется спинкой. Такая расческа мне напоминает удочку у рыбаков, когда рыбу тянешь, удочка становится дугообразной. И вот примерно так и выглядит эта расческа, когда ею расчесываешь длинные волосы. А еще у таких расчесок минус, у них тонкие-тонкие зубчики, как иголочки. И когда расчесываешь такой расческой по коже головы, клиент сидит: ой, ай, что за хрень? Потому что ему просто-напросто больно. Мы царапаем тонкими зубчиками кожу головы клиенту. Смотрите, какая происходит трансформация. Новички всегда смотрят на расчески с точки зрения: это длинная расческа, это короче. А по факту надо смотреть в первую очередь на материал.
потому что иначе вы с ней долго не проработаете. Ой. Эта деформация будет наблюдаться в процессе всей ее эксплуатации. Вот, расчески должны быть очень упругими. Наверняка вы спросите у меня, что у меня за расчески, какой производитель. С одной стороны, это прикольно, да, когда у тебя набор одного производителя. Но если у вас такого нет, ну и ничего страшного. Я думаю, да я уверена, что на качество вашей работы и на готовый результат это никак не повлияет. Тут уже заморочки конкретно каждого мастера. Не забывайте подписаться на канал, поставить пальчик вверх или вниз, кому как удобно. Благодарю всех вас, мои дорогие друзья, за эти прекрасные комментарии, которые я читаю каждый день с огромным удовольствием. Всем большой привет от меня. Bye-bye, everyone. С вами была Ева Лорман. И до встречи в новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.